Всем привет! Вы на канале SuperKit. Принесли компьютер, попросили ускорить его работу. Как всегда, за максимально минимальную доплату. Комп явно старый, жалоба на то, что при попытке открыть браузер очень долго тупит. Очевидно, нужен выход в инет, несмотря на то, что это средство для работы. Возможно, в перерывах между работой хочется полазить в интернете. Открыв крышку, увидел, что тут не убирали приблизительно никогда. Пыль, которую затягивает с пола годами, здесь буквально везде. Все в лучших традициях. Исходя из названия платы, видно, что A61 чипсет, а значит, что здесь сокет 1155. Также сразу видно, что нет дискретной видеокарты, а значит, используется интегрированное видео. Занят лишь один слот для оперативной памяти, значит, есть куда улучшать. Здесь старый винчестер. А куда же сегодня без SSD? Очевидно, SSD также будет одним из способов ускорить работу. От владельца было важное уточнение, что на этом рабочем компьютере стоит какое-то платное программное обеспечение, которое реально покупали, но сейчас уже ключа нет. Да и диска того тоже нет, а значит очень важно, чтобы данная ОС вместе с программами была сохранена. После работы пылесоса наступила чистота, которая позволяет увидеть, что здесь за винчестер. Это Seagate на 320 гигабайт. После включения можно уже увидеть и все остальное. Процессор Intel Pentium G630 – это второе поколение. У него два ядра, частота 2,7 ГГц. Та самая единственная планка памяти – это DDR3. Ее объем 4 ГБ. Аж удивительно, что при таком процессе давным-давно сюда поставили 4 ГБ. Хотя, возможно, память уже могли когда-то менять. Теперь, зная полную конфигурацию, самое время понять, что здесь менять. Я бы добавил АЗУ, убрал бы вообще винчестер и поставил бы SSD. А также заменил бы процессор на такой, который когда-то был у меня у самого, Xeon E3-1260L. Проц на 4 ядра и 8 потоков, а главное, он обладает интегрированным видео. Его бы вполне с запасом хватило для YouTube и интернетных посиделок, но при этом он уже очень дешевый. И точно намного лучше нынешнего. Почему убрал бы винчестер? Потому что для системы все равно он уже не нужен, а учитывая, что на компе суммарно по обоим локальным дискам общий объем данных не достигает и 100 гигабайт, то и накопительную роль он не исполняет. Хотя если верить всем программам, по которым оценивают состояние жесткого диска, с ним все отлично. Однако в таком случае нужно брать SSD где-то на 250 гигабайт, чтобы его заполнение не было близким к 100%. Однако звонок владельцу внес коррективы в мои желания, так как я сообщил, сколько это будет стоить, а самое главное, что придется ждать процессор с AliExpress. И мы пришли к выводу, что SSD и АЗУ я точно покупаю сейчас, ведь комп рабочий и он нужен уже с начала рабочей недели. А заодно прирост производительности будет испытан, исходя из покупки только твердотельника и планки памяти. И если этого будет недостаточно, то тогда закажем и проц отдельной покупкой. Я купил планку памяти DDR3 на 4 гигабайта от фирмы TIM. Недавно говорил, что покупал уже третью такую планку в подобных улучшениях компов. Учитывая, что и вторая планка также на 4 гигабайта, это будет отлично сочетаться. Думаю, фирме TIM уже пора бы мне что-то занести. А занести вдвойне быстрее нужно после того, как и твердотельный накопитель был куплен также от фирмы TIM. Причем также не впервые от этой фирмы. На SSD заострять внимание не буду, его полный обзор недавно выходил в отдельном видео. Это модель CX2 на 256 гигабайт. Поскольку нет рамки из 2,5 дюйма в 3,5 дюйма, то прямо к боковой стойке и прикручу его. Места здесь много, а других устройств для хранения информации больше не будет.
Windows перенести проще простого. Мне давно импонирует программа AOMEI Backuper, очень простая для данного действия. Когда-то давно просто нашел ее в Гугле, когда нужно было произвести такую операцию, с тех пор только ею и пользуюсь. Интуитивно абсолютно все понятно. После переноса системы я сохраню ту самую программу, которая нужна для работы, ведь такой перенос – это полное клонирование содержимого конкретного локального диска. Да и мне не нужно будет сюда что-либо устанавливать и выискивать какие-то конкретные программы. Теперь остается только выставить твердотельник главным в приоритете по загрузке и все. Он теперь заменяет старый винчестер. А чтобы замена была полностью завершена, мне нужно Acronis создать раздел для несистемных данных, то есть поделить имеющийся твердотельник на две части, как это и было сделано со старым винчестером. Делю диск приблизительно согласно тому соотношению, которое было, и получается два локальных диска, диск C 137 ГБ, а диск D 100 ГБ. Теперь на новый диск D переношу все данные из диска D на винчестере, а после переноса вообще отключаю жесткий диск. Сам винчестер я никуда не деваю, а также ничего с него не удаляю. Если вдруг с твердотельником что-то случится, то этот винт, который останется в этом компе, и будет выполнять роль резервного. Но использовать этот жесткий диск уже смысла нет никакого. Совсем уже завершающий нюанс – изменить буквы вновь наделанных дисков на те, что были. И если диск C сохраняется по умолчанию, то в диск D разделу нужно помочь прийти через меню управления дисками. Теперь немного о том, что сам компьютер думает о новых компонентах. Было 4 гигабайта АЗУ, стало 8 гигабайт. Несмотря на то, что здесь только SATA 2, производительность диска выросла с 5,9 до 7,0 баллов. Производительность АЗУ за счет появившегося двухканального режима, так как используются две планки в обоих слотах, а также двукратного увеличения объема, возросла с 5,9 до 7,4 баллов. При уже упомянутом SATA 2 SSD показывает скорость близкую к 250 МБ в секунду. Это не хуже предыдущего винчестера, а главное, при меньшем времени доступа, а также возросшей скорости чтения и записи мелких файлов, это принесет свои плоды, и система начнет работать заметно быстрее. Файл подкачки я не отключал, не вижу смысла это делать. Твердотельный накопитель для того и был куплен, чтобы получать от него все блага по производительности. Тем более ресурс по количеству циклов записи этого твердотельника весьма высокий. Оперативная память также имеет не только более высокий показатель в баллах производительности, а и заметно быстрее работает при тестах, например в AIDE. Величины, которые зависят в большей степени от процессора, также стали выше. В случае с CPU Queen это практически незаметно, потому что здесь роль процессора практически 100%, но прирост все равно есть. Вот такой вот компик был сегодня. По процу ответ, если и поступит, то не скоро. Грузится компьютер намного быстрее, браузер открывается почти мгновенно, YouTube запускается быстро. Изменения в конфигурации дали результат. Делая уборку внутри системного блока, заметил интересную деталь. В этой материнской плате в принципе есть отдельный разъем PCI-Express X4, в наше время он мог бы использоваться для M2 NVMe через адаптер. Для рабочего компа это вряд ли имеет смысл, но сам факт этого события возможен. Также слоты PCI-Express X1 и PCI-Express X4 имеют пропилы в разъеме, что снимает проблему установки устройств в эти слоты, которые имеют большее количество линий. Например, сюда можно поставить даже видеокарту. Вроде мелочь, а все же разработчики этой модели материнки молодцы. Подумали в свое время про пользователя. И даже если эта возможность не понадобится для увеличения производительности, то для банальной проверки какого-то устройства это могло бы пригодиться. Самое главное, что это точно не мешает и вряд ли влияло на стоимость материнской платы.
Да, это очень старый компьютер, но, как неоднократно я уже высказывал свою мысль, виды деятельности за компом в большинстве случаев заметно не успевают за мощностью современной компьютерной техники. Именно поэтому очень часто достаточно что-то немного докупить для легкой модернизации, чтобы продлить работу железа еще на несколько лет. Для потребителей это идеально. За счет этого мы и можем многое себе позволить, так как техника, которой хватит для решения поставленных задач, очень дешево стоит, так как для рынка она является устаревшей, а для человека приемлемой. Ну вот посудите сами, компьютер из сегодняшнего видео – это второе поколение процессоров Intel. На рынке уже давно продается 12-е поколение. Учитывая, что Intel клепает новое поколение в своей продукции, как и iPhone каждый год, это означает, что этому компу 10 с плюсом лет. Но это не мешает найти ему свою нишу и сэкономить несколько сотен долларов для его владельца на покупке чего-то нового, ресурс которого будет избыточен. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!